А нарцисс понимает, что он нарцисс? Мы сегодня с вами разберемся с тем, почему нарцисс, как правило, не понимает, что он нарцисс. И связано это с тем, что у него очень низкий уровень критики к себе, очень низкий уровень самоосознанности. Как правило, если вот нарцисс что-то такое натворил, то виноваты все окружающие, точно не он. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами говорим о трех таких вот признаках в поведении близкого человека, которые говорят о том, что он имеет нарциссические черты и вообще ничего не понимает, что с ним происходит. Виноваты все окружающие, но точно не он. Если вы хотите в этой теме подробнее разобраться, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Давайте начнем с того, что чем больше развиты нарциссические черты у человека, чем они ярче выражены, чем, так сказать, больше вот это вот поражение, грубо говоря, тем человек меньше это понимает, у него меньше критики, он это меньше осознает. У человека с нарциссическими чертами, как правило, внутри есть вот эта внутренняя нестойкость, неуверенность. И вы, когда с ним общаетесь, вы достаточно быстро начинаете замечать, что говорит он вот как-то все очень уверенно, а вот своей эмпатией вы чувствуете, что вот есть какая-то вот неуверенность, есть какое-то разительное несоответствие того, что он говорит, что он декларирует, как он старается выглядеть и какой он есть на самом деле. Такое понимание может быть у вас, если вы какое-то время с ним небольшое общаетесь, вы, в общем-то, замечаете. Он не может просто постоянно при вас как-то притворяться. Он это не замечает, это просто как-то проскальзывает, но вы можете это заметить. Первая важная вещь, на которую вам стоит обратить внимание, это то, что нарцисс постоянно напрашивается на комплименты. Ему нужно получать от вас комплименты, чтобы чувствовать себя более уверенным. И как это может выглядеть? Вот это взрослый человек, предположим, даже взрослый мужчина, который вот как-то вам показывает, смотри, вот это вот фотография моей машины, а вот это вот какой у меня телефон, а вот какие у меня часы, а вот какая там у меня дом, а вот какая вот у меня работа. Он ведет себя так, как нормально было бы себя вести ребенку или подростку. Знаете, когда вот, приходишь, там какой-то вот ребенок, с каких-то твоих знакомых, он тебе приносит все свои игрушки, показывает. Смотри, какая у меня там лошадь, смотри, какая у меня там пистолетик. И да, с ребенком это окей, но с взрослым человеком, с взрослым мужчиной это как-то немножко вообще неуместно, оно прям как-то по глазам бьет. Вот если вы эту вещь замечаете, то понимаете, что вы это замечаете, а он это не замечает. Вот это и есть признак того, что он не понимает, что с ним не так. Он не понимает, что у него нарциссические черты. Также нарцисс будет стараться доминировать в разговоре. Опять же, в ситуации, если нарцисс это мужчина, в отношениях мужчина-женщина, вначале это бывает даже в кассу. Вот вы начинаете только встречаться, и поскольку, женщина любит ушами, как правило, вначале мужчина много рассказывает каких-то интересных историй, женщина его слушает, и они так как бы друг к другу привыкают. Но вот наступает какой-то последующий такой этап, когда как бы нужно уже говорить немножко по делу, а он все еще доминирует в разговоре. Даже если вы хотите о чем-то говорить, он вас как-то прерывает и переводит разговор на себя. Опять же, если вы замечаете, что ему очень важно, чтобы вы вдвоем говорили только о нем, то, во-первых, это признак вот этого вот нарциссизма. А во-вторых, чем более это делается как-то грубо и неумело, как будто бы вообще, типа, чувак, где тебя воспитывали, то это означает, что он настолько сильно это не осознает. Ему кажется, что так нормально, что так окей, именно потому, что у него нет к этому критики. Ему кажется, что нормальным было бы поговорить о нем, это интересно ему и очевидно ему. И очевидно, что это также интересно вам. Также вот эта низкая какая-то критика, неосознанность может бросаться в глаза где-нибудь, где вот компания есть, какое-то мероприятие, вот вы собрались, предположим, скажем, у вас какой-то корпоратив, вы туда пришли, и там все ваши коллеги, все пришли со своими там половинками. И он тут начинает рассказывать о своих каких-то достижениях, которые здесь, в этой компании, вообще никому не понятны. Вот его какие-то узкие профессиональные достижения. И все сидят как бы и понимают, что разговор не вяжется, а он один этого не понимает. То есть таким образом вы можете проверить, что это не вам показалось, а вот вы сидите и вам кажется, что вот этот человек говорит неуместно. И остальным всем людям вроде по их лицам видно, что как-то он немножко неуместно рассказывает о своих достижениях, которые здесь вообще-то не нужны. Да, это еще один признак того, что человек просто не понимает, что он вообще не в том месте и не в то время говорит о себе. Он привлекает к себе внимание без учета социальной уместности. Собственно, в партнерских отношениях мужчины и женщины часто так и бывает, что партнер нарцисса просто истощен, чувствует себя уставшим, голова просто квадратная от того, что он постоянно напрашивается на эти комплименты. Я уже не могу из себя их выдавить. Даже когда он показывает какую-то вещь, которой хотелось бы дать признание, я уже не могу, потому что он меня задолбал. Он меня как будто бы уже душит своими этими напрашиваниями на комплименты. В социальных сетях поведение нарцисса может проявляться таким образом, что он старается выкладывать разные такие элементы роскоши, что в принципе нормально для соцсетей. Но что касается нарцисса, если вы с ним находитесь где-то вот рядом, вы общаетесь, вы понимаете, что если он выложил какой-то пост, и там набралось недостаточное количество лайков, или там кто-то написал какой-то такой нехороший комментарий, все, у него вообще настроение испортилось на весь день. Для него это трагедия. То есть другой человек, выложил пост, полайкали, не полайкали, лучше бы, конечно, полайкали. Для человека это как будто бы какое-то начало драмы в его жизни.
Вторая категория таких признаков о том, что у нарцисса вообще отсутствует критика, это все, что связано с невозможностью нарцисса вообще признать свою вину за какие-то ошибки, признать вообще ответственность за какие-то косяки. Если мы говорим о людях с грандиозным нарциссизмом, то там человек просто перекладывает свою ответственность на другого. Это происходит у него автоматически, он просто не может на себя взять ответственность. И если он опоздал, то он опоздал, потому что были пробки, виноват там мэр города, который не организовал движение, виноваты какие-то другие криворукие водители, или в конце концов виновата ты, а что ж ты мне раньше не напомнила, чтобы я раньше выехал. То есть получается виноват постоянно кто-то другой. То есть вот когда ты даже прямо нарциссу говоришь о том, что ну а почему ты вот не знаю, там мы же с тобой договаривались, почему ты не пришел вовремя, он говорит, да, мы с тобой договаривались, но мы договаривались с тобой, когда не было дождя, а сейчас дождь, понимаете, у него просто вот, ну как вот говорят, с гуся вода. То есть никакими доводами до него добиться невозможно. Ну, например, я вышел за 20 минут, а надо было там полчаса ехать, но я не успел. Ну а кто же виноват, потому что метро застряло? Так ты же вышел за 20 минут. Ну так а как я мог раньше выйти, если до этого там мне кто-то не напомнил, что-то там еще произошло. То есть у него куча есть доводов, куча есть отговорок, почему он никогда ни в чем не виноват. Если мы говорим о нарциссе со скрытым или уязвимым типом, то здесь все идет через жалобы, какое-то нытье, такое вот, ну, уход в какого-то такого вот маленького больного ребенка. То есть, грубо говоря, почему ты вовремя не сдал отчет? Или там, почему мы с тобой договорились, а ты там куда-то не пришел? Ну вот мне это одному нужно. Такое ощущение, что мне одному это нужно, скажет он так. Он сделает из себя жертву. Я больше всех старался, а вот вы все меня не поддержали, поэтому вот вы виноваты. То есть он тоже перекладывает ответственность на всех окружающих, но только через как бы выпячивание своей какой-то вот мученичества, своей жертвенности. Я вот старался как лучше, а получилось как всегда. Но я же хотел как лучше. Например, я недавно такую ситуацию слышал. Женщина сидит со своими подругами, они как-то отдыхают, при этом у них немножко такое натянутые отношения с мужем, потому что, ну, из-за его этих нарциссических черт. И тут вдруг он посреди их вечеринки приезжает, типа это сюрприз. Я же хотел как лучше. Они говорят, послушай, ну мы хотели вместе отдохнуть, там ты как бы, ну, немножко нам тут мешаешь. И он, естественно, обижается и говорит, ну вот я хотел как лучше, я хотел сюрприз сделать. Я думал, что ж ты за жена такая, я думал, что ты меня любишь, что ты будешь рада мне, ты же должна быть всегда мне рада, а ты мне вот не рада, что я приехал и прервал ваше какое-то вот, ну вот это вот, не знаю, времяпрепровождение. То есть, когда нарцисс совершает какой-то косяк, виноваты все окружающие, а он еще и жертва, а вы еще и виноваты, что вы как-то вот, не знаю, что вы к нему так относитесь, что вы ему указываете на этот косяк, который он сделал. И третья категория признаков, которые говорят о том, что нарцисс вообще не осознает свои эти вот черты, это то, что он проецирует свою неуверенность. То есть нарцисс замечает и критикует в окружающих людях, в своем близком человеке то, что старается не замечать в себе. Ну, например, вот лень. То есть человек сидит дома, ничем не занимается и начинает вам говорить, почему ты там уборку не сделала, почему ты то не сделала, ты типа слишком ленивая. Вы говорите, так ты же тоже сидишь дома и вообще ничего не делаешь. Так, ну, я же не могу устроиться на работу, потому что в этом городе для меня нет правильной работы. То есть у него есть отговорки, почему он ведет себя таким-то образом, но поскольку все равно вот эта вот лень, она как бы, ну, присутствует, ее невозможно не замечать, он старается ее замечать не в себе, а в окружающих. Естественно, что нарцисс проецирует такие эмоции, как зависть и ревность. Нарцисс, в принципе, всем вокруг завидует, потому что у него есть вот эта базовая неуверенность в себе, ему по умолчанию кажется, что все люди лучше него, он им всем как бы завидует, но поскольку это такие неприятные ощущения, они вытесняются и как бы вот проецируются на других людей. То есть все мне завидуют, что я такой классный. Понимаете, история, что все мне завидуют, что я такой классный, она гораздо более приятна для нарцисса, чем идея, что на самом деле я переживаю, что они лучше, чем я. Пускай бы даже это было не так. Поэтому, если вы слышите от человека с нарциссическими чертами слово «зависть» или «ревность», про кого угодно он может говорить, это знаете, что это то, что он испытывает. Он сейчас кому-то завидует, он сейчас кого-то ревнует. Если нарцисс вам изменил, или там, скажем, какой-то вот был, не знаю, флирт, который вам не понравился, естественно, он будет, во-первых, перекладывать всю ответственность на вас. Ты виновата, что я изменил, потому что ты не уделяла мне внимания, у нас там был какой-то плохой секс, мне что-то там еще не нравилось, ты с кем-то там общалась, а дальше будет проецирование, то есть он считает, что это вы первое ему изменили. Он начнет какие-то придумывать вообще вещи, которые вам кажутся вообще нелогичными, но он будет говорить, а я помню, ты со своим начальником как-то вечером 20 минут по телефону разговаривала, я помню, это не просто так, у вас что-то есть. То есть он начинает как-то вот что-то такое придумывать, во-первых, чтобы себя обелить, а с другой стороны, он действительно верит в это. Ему кажется, что то, что делает он, на самом деле делают окружающие люди. Что если он флиртует у себя на работе, то на самом деле все люди так делают, а он просто не успевает за всеми. Если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с человеком, у которого есть нарциссические черты, но он этого не понимает, ну исходя из тех признаков, о которых я говорил, то вам нужно, последнее, что вы должны делать, это пытаться его как-то поставить на путь истинный, там, как-то, не знаю, взять ему там, втебяшить в голову, что посмотри, ты же нарцисс. Это невозможно. Работают очень стойкие психологические защиты, которые ограждают его психику ранимую от понимания того, что он, собственно, имеет эти нарциссические черты. Соответственно, вам в такой ситуации нужно все внимание перевести с нарцисса на себя. Вам нужно понимать, что с вами происходит,
зачем вы в этих отношениях, какие вы свои потребности удовлетворяете. Потому что, да, мы часто говорим о том, что человек, находясь рядом с нарциссом, находится в разрушительных отношениях, но часто бывает, что он параллельно очень много чего получает в этих отношениях. Много какие свои потребности вы можете в отношениях с нарциссом все-таки удовлетворять. Очень важно провести, ну, грубо говоря, аудит вот этих всех вот ваших удовлетворяемых и неудовлетворяемых потребностей, аудит всего ущерба и всей пользы, которую вы от этого получаете, чтобы потом понимать, что дальше делать. Есть ситуации, когда можно как-то договариваться с такими людьми, это определенная работа. Есть ситуации, когда из таких отношений нужно выходить, это также определенная работа. И можно, в принципе, и оставаться в отношениях, ничего не меняя, это тоже определенная работа, которую вы уже делаете. Вам нужно просто сделать выбор и понять, куда вы хотите двигаться. Если вы не можете самостоятельно сделать выбор, или вам не получается самостоятельно двигаться в том направлении, в котором вы собираетесь двигаться, вы можете записаться ко мне на консультацию, мы с вами проработаем, ну хотя бы расставим какие-то акценты, чтобы понимать, в каком направлении вообще дальше жить, в каком направлении должны происходить изменения в вашей жизни. Если вы когда-то находились в отношениях с нарциссом, сталкивались с тем, что он вообще не осознает, кто он такой и что он делает, пожалуйста, напишите в комментариях примеры, как вы с этим справились, что вы делали в этой ситуации. Я буду вам очень благодарен. Ну, если тема вам была интересна, видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.